Всем привет, друзья! Я поздравляю всех рукодельниц и рукодельников с Новым годом. Желаю вам получать от творчества удовольствие и позволять себе иногда заниматься милыми мелочами. Например, сделать вот такую замечательную елочку. Елочка моя не простая, а светящаяся. Поэтому вот как на детском утреннике мы сейчас скажем: раз, два, три. Елочка, гори. Пусть эта елочка своим светом освещает наши прекрасные новогодние и рождественские столы и интерьеры. Сегодня я вам покажу, как сделать такую интересную игрушку. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, для нашей елки-светильника сегодня нам понадобится, во-первых, светодиодная гирлянда. У меня эта гирлянда, работающая от 3 батареек, длиной 10 метров, 100 лет лампочек в ней находится. Также лента Ригелина длиной 1 метр 85 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Лента Ригелина белого цвета. Хотя вы можете взять любого другого цвета. Для нашей елочки нам понадобится ось. Для этого я взяла флористическую проволоку, желательно более плотную, которая держит форму и не гнется. И бусины довольно большого диаметра, 1,5 сантиметра и чуть-чуть поменьше, 1 сантиметр, для того, чтобы тоже надевать на ось нашей елочки. В качестве подставки для елки я взяла использованную керамическую чашу от ароматической свечки, которая закончилась. Термоклей обязательно нам понадобится, пинцет для удобства в работе, силиконовая лопаточка или силиконовый коврик, скажу для чего. Значит, перед тем, как мы займемся постройкой, собственно, нашей елочки, мы должны сделать одну вспомогательную процедуру. Значит, по какому принципу мы будем надевать ригелин? Да, будем продевать его через проволоку в виде змейки. Таким образом получится у нас елка. Но так как наша елочка будет еще и светильником, вот эту вот гирлянду всю я буду на ленту ригелина вот так вот змейкой подклеивать по всей длине. Это довольно длительный процесс. Значит, для удобства мне понадобится под коврик, я буду подкладывать силиконовую лопатку. Можно взять силиконовый коврик, чтобы капля клея, да, не цеплялась к поверхности рабочей. Запасемся терпением и временем. Заранее я уже померила, как я буду драпировать лапки своей елки, и у меня получилась длина 1,85 сантиметров. Можно сделать елочку покороче и поменьше. Вначале мы работаем только с нитью нашей гирлянды, с силиконовым ковриком и с термоклеем. Рекомендую закрепить край нашей ригелиновой ленты при помощи ниточки клея. Дать ему застыть. Первый огонек у меня на краю моей гирлянды, и на капельку клея закрепляю. Пользуюсь пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. Первый огонек на моей елочке. Далее плотненько вот таким зигзагом я закрепляю все время свою гирлянду. Фиксирую по краям. Можно делать не на каждый виток, но
укладываем змейкой нашу гирлянду, и можно немножко иногда включать и проверять, как будет гореть наша елочка. Итак, друзья, самая монотонная и длительная часть работы позади. Я прикрепила гирлянду к ригелиновой ленте. Напоминаю, что гирлянда была у нас 10 метров, а лента ригелина была длиной 1 метр 85 сантиметров. И вот включу, покажу, что все работает, все закреплено. Теперь у нас остается сборка елочки, сборка и украшения. Я взяла бусины довольно большого диаметра, сантиметр, 1,5 сантиметра. И вот такая первая бусина, которая будет у меня фиксироваться на подставку для елки. Значит, флористическая проволока длиной 33 сантиметра, которую я помещаю вот в первую бусину. Первую бусину, и на каплю клея я буду крепить эту конструкцию к донышку своей подставочки. Дальше я возьму 2 бусины диаметра 1,5 сантиметра и помещу их тоже, вдену их в проволоку. Также между самими бусинами буду скреплять тоже между собой их на термоклей. Удостоверимся, что все скрепилось. И теперь будем драпировать нашу ригелиновую ленту. Придавать ей контур елочки. То есть нижние лапки у нас будут длиннее. И чем ближе к верхушке, тем будут они становиться короче. Значит, насаживать ригелиновую ленту я буду на проволоку, а так как она у нас в виде сеточки, поэтому нам это не составит большого труда. Отступаю небольшое количество от края, да, то, которое мы закрепляли здесь полоской клея. Значит, в серединку ширины нашей ленты мы будем выдевать проволоку. Сразу лишние ниточки я убираю. Чуть покороче. Я думаю, так будет достаточно. Значит, первое. Какая-то часть гирлянды у меня осталась свободной. Потом покажу, что будем с ней делать. Итак, первая лапка. Первая лапка у нас должна выступать за пределы вот этой чашечки, да. То есть она будет самая длинная, получается, самая широкая. С одной стороны и с другой стараемся сделать симметрично.
мы можем скрепить тоже на термоклей. Продели, дальше буду вставлять еще одну бусину. Между бусинами капельку клея помещаю, да, чтобы у нас зафиксировалась елочка и не потом не вращалась. Стараюсь закреплять. Тоже надеваю несколько бусин. Можно просто сначала собрать, посмотреть, потом уже закреплять на клей нашу елку. Уже несколько петелек сделали, и можно посадить несколько бусинок. Можно 3 штуки, да, можно 2. Вообще здесь не важно, нет какой-то точной очередности.
Вот что у нас примерно получается. Приятная творческая часть работы сейчас идет. Вот что у нас получилось. Сейчас включим. Такая вот елочка получается. И будем делать сейчас верхушку для нее. Итак, у меня для украшения елки имеется очень много декора в белом золотом цвете. Это самая приятная часть нашей работы, самая творческая. Значит, как украсить елочку? Значит, на вершинку я уже сделаю проверенный вариант, да, вот такую вот снежинку белую. В центр снежинки можно сделать полубусину. Чтобы елочка была более нарядной. Снежинки у меня из фетра. Я убираю вот эти клейкие детали. Они мне не нужны пока. И с двух сторон макушки, задней и с передней стороны, делаю 2 снежинки я. И проволока прячется между этими снежинками, получается, да? Конец проволочки мы маскируем между 2 снежинками. Абсолютно одинаковые они. Совмещаем краешки. И вот спрятали проволочку нашу. Да, все-таки самая трудоемкая часть в этой работе — это оплести ригелиновую ленту вот этой вот гирляндой. Это очень долго получается, к сожалению, но вот такая вот серединка есть у меня. И в центр звезды, в центр снежинки, макушки елки я на капельку клея прикрепляю вот эту вот пластиковую серединку со стразой.
И теперь, никуда не торопясь, я буду украшать различными элементами свою елочку. Что у меня здесь есть? Вот такие золотые сердечки, снежинки, полубусины, которые сыграют роль шариков, различные шапочки для бусин, да? Филигрань в виде бабочки, какие-то полубусины, да, разного диаметра, золотые снежинки, пуговицы, пайетки и так далее. Такая вот гирлянда монетки. Я разрезала ее на фрагменты, буду пробовать, будет ли смотреться это хорошо. И покажу вам конечный результат, конечно же, в конце. Думаю, это будет смотреться интересно. Все буду помещать на капельку клея. Итак, друзья, показываю немножко в другом ракурсе, как получилась у меня елочка-светильник. Сейчас включу кнопочку, и мы видим, как она у нас может нам освещать новогоднее пространство вечером, ночью и так далее. Значит, как украшала я свою елку? Все, что здесь подойдет, должно быть в плоском виде. Это может быть филигрань, это могут быть пайетки. Практически вся елка у меня уже украшена, и несколько элементов можно будет добавить. Также можно даже использовать вырубку из картона, да, для создания открыток, для скрапбукинга. Продаются вот такие вот различные фигурки плоские. И можно нашу елочку украсить ими тоже. Очень необычно будет. Клей у меня разогрет, термоклей. Да, и небольшую капельку клея могу посадить или на самого оленя, или вот на игрушку, да, и аккуратненько прислонить. Есть у меня такая снежинка маленькая, красивая, да, тоже можно где-то ее прикрепить. Тут уже, конечно, дело вкуса, да, смотря в какой цветовой гамме вы будете делать свою елочку. Эта елка у меня более золотая, такая в золотых тонах получилась. Главное тоже не перегрузить сильно. Наше пространство, но заполнить его, да. Наношу капельку клея и цепляю. Ну вот, я думаю, можно уже на этом и закончить. Две елочки у меня получились в такой одной технике. Да, сейчас обе композиции мы зажгем. Я работаю очень довольна. Можно их сделать абсолютно разными, но они такие полупрозрачные, очень воздушные получились. И к тому же они работают еще как светильники. Мне это очень нравится. Жду ваших комментариев, друзья. Желаю всем
Счастливого Нового года, Рождества, приятного творчества. Привлекайте к творчеству детей. Всем хорошего, отличного настроения. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.